Привет, друзья, с вами капитан Дэн Змей. И сейчас я вам расскажу, какие вариации щитов бывают в простых квартирах, в основном канарских, ну не только канарских, много где по Европе и так далее. Самая простая конструкция, ну это я двойной здесь показал, он бывает одинарный, стоит один вводной автомат. Сколько вам выделена потенция, если это там 25 ампер, 7,5 больше, значит там бывает 40 ампер, бывает еще больше, но это реже. Вот, после него стоит вводной соответствующий УЗО, тоже 25 ампер, это сколько он выдерживает, не сколько он защищает, вот это защищает. И у него 30 миллиампер, это ток утечки, это защита человека, это дифференциали по-испански называется. И за ним могут быть побольше щиты, там бывает 4, 5, там 6, 7 автоматов на разные группы. Проблема в чем? Одно УЗО на много-много групп. Квартиры бывают двухспальные, трехспальные, и все равно стоит одно УЗО. И еще на этих группах потом внизу в коробке выясняется, что они подключены на много-много подгрупп. И какая-нибудь там 16-амперный автомат стоит там на силовой розетке кухни, на бойлер, на стиралку, на много чего еще. Вот. И, я не скажу, что это прям гипер проблема, но это не очень хорошо. И плохо, самое главное то, что если на какой-то группе утечка, выбивает вот этот вот диф-автоматик по утечке, и все блокируется. Значит, можно, конечно, там, переключая туда-сюда, что-то вычислить, но все равно у вас достаточно несколько сложно, и люди вызывают электрика, и в результате чаще всего приходится переделать такой автомат, потому что это устаревшая конструкция, которая не имеет так называемой селективности. Если утечка в одной группе, выбивает все, весь дом обесточен. На этом все. Ну что, мы закрываем этот автоматик и забываем на время про него. Вуаля! А это уже другая конструкция. Значит, я покажу, что внутри, потому что так не совсем понятно. Были вот такие автоматики, а стали одинарные такие, одноречные. Значит, фишка в чем? Функция та же самая. То есть у автомата 2P называется конструкция, то есть у нее есть фаза и ноль. Это для безопасности лучше, чем одинарные вот такие вот автоматики. С одним включением. Но они размером как обычный автомат. Значит, себестоимость этих 6-7 евро, этих 12-13. То есть чуть-чуть дороже. Но у вас уже раз, два, три, 4, 5, 6, 7, потенциально 8 линий. Вместо 4 в 2 раза больше вы можете подключить линии отдельно. Separate. Это хорошо. Вот. Это уже такая немножко модернизированная конструкция. Я закрываю щиточек. У вас уже линии разделены. Открываем. Значит, это в принципе то же самое, что предыдущее. Здесь у меня не было второго УЗО под рукой. Будем считать, что это вот такой же УЗО. И здесь уже у нас всего 6 линий, правда. Бывают по линии автоматики, там может 8-10 быть. У нас уже 2 группы защищены УЗО. То есть если на этой группе утечка, хотя бы часть дома будет у нас работать. Обычно сюда ставят какие-то важные нагрузки: компьютеры, телевизоры, security, холодильник. А сюда мощные там кухня, бойлер, стиралка, что-то еще. То есть там чаще бывает, что замыкание, утечка выбивает и выбьет вот это УЗО. А вот эта часть останется работать. То есть, по крайней мере, квартира полностью не обесточится. Даже если вас не будет дома, у вас холодильник не разморозится, сигнализация не отключится. Даже такая минимальная селективность уже дает некоторое удобство. Это чуть улучшенная схема. Есть схема еще лучше. Волшебство номер 4. Номер 4 или 3. Следующее. Значит, вот это уже одноречный щиточек на 24 модуля. И это еще более такая продвинутая схема. Опять же, она относительно простая. Значит, здесь мы имеем, как обычно, вводной автомат. Здесь добавлено так называемое реле напряжения. Вот такой вот зубр
очень классная, которая контролирует ход напряжения. Для тех, кто заморочен безопасностью, это хорошая штука, которая не позволит ни вам пострадать, ни вашей технике, если будет изменение напряжения вашей сети в меньшую или в большую сторону от нормы. То есть меньше 180 или больше 250, оно отключит линию и будет индицировать, что произошло. Также он показывает ток потребления и мощность, потребляемой вашей сетью. Это очень удобно, вы будете знать, что у вас происходит с сетью. Значит, здесь уже я тоже поставил вместо УЗО автоматики обычные, но вот это из простейших элементов, которые недорогие и доступные здесь на Тенерифе, на Канарах, в Лерое их можно купить. Значит, здесь ставится УЗО, они в среднем стоят по 12 евро 4 штуки. И у вас какие-то группы разделяются отдельно. То есть у вас группа света, предположим, на одном УЗО идет, разные комнаты на разных автоматах. Это тоже удобно, что если у вас на одной линии аварии, вы все равно вырубится всего одна линия, или вы выключите ее, там что-то сделаете, отключить не надо отключать сразу весь свет в доме. Вот, раздельно какие-то мокрые нагрузки на своем УЗО, раздельно какие-то холодильники, что-то еще, там микроволновки на одном УЗО, и раздельно секьюридат, камеры и, например, компьютеры, там что-то такое, то есть важные нагрузки, которые вы не хотите, чтобы если где-то что-то случилось, чтобы они были отключены. Вот это вот минимально безопасный современный щит и максимально дешевый. То есть здесь на круг, и даже если посчитать, это самое дорогое. Вот это устройство около 50 евро. Все остальное в пределах там 10-15 евро каждая единица стоит. То есть если посчитать, раз, два, три, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 единиц. Ну, то есть здесь вот на 200 евро 250 вместе с этой штукой оборудование вместе со щитом. Вот это себестоимость вот этого щитка. Ну, плюс там сколько-то сборка чуть дороже, чем обычно. Обычно 50, этот будет там, ну, 100 евро сборка. То есть экономия там, не знаю, 100 евро создаст вам больше удобства, большую селективность, большую безопасность. Это вот простейшее, что можно предложить. Ну и последнее волшебство, последний лайфхак от специалиста, от капитана Дэна Змея. Значит, здесь я из тех элементов, что есть, сейчас все это как бы скомплектовал. Расскажу. Значит, это уже более навороченная схема, скажем так, практически идеальная для современной квартиры. И она не сильно дороже, в конце скажу насколько. Это сохранился водной автомат, Зубр, это реле напряжения, которое я говорил про это. Значит, вот здесь уже ставится так называемое противопожарное УЗО с током отсечки, уже утечки не 30 миллиампер, а 100 миллиампер. И желательно селективное. Но это в идеале, можно его не ставить. Вот, для чего оно нужно? Для того, чтобы внутри там провода где-то что-то замкнет, что-то случится с приборами, что-то не так, что-то начнет гореть, оно сработает. Оно сработает на большую утечку, не защищает людей, но защищает от пожара всю конструкцию. В больших щитах must have, маленьких по желанию. Можно ставить, можно нет. Дальше мы ставим один рубильник на важные нагрузки. Это у нас так называемые неотключаемые нагрузки. Как я говорил уже, безопасность и может быть холодильник. И на него отдельный рубильник, потому что если вы все-таки захотите их отключить, не выключая все остальное, можно их отключить. Дальше рубильник, который отключает все остальное. Это может быть автомат, такой же или больше мощность, может быть просто рубильник. И лайфхак какой? Вот это уже, то есть такие же, как я показывал, двухпиновые, только это уже не автоматы, а так называемые DIF автоматы. То есть это RCBO, аббревиатура, дифференциали, соединенные с автоматом. То есть автомат и УЗО в одном флаконе. Они бывают в таком корпусе тоже, в маленьком. Вот. И каждая линия отдельно защищена УЗО своим 30 миллиамперным и своим автоматом в одном таком приборе. Значит, открою лайфхак. На Тенерифе их трудно купить, но на материке они есть, и стоимость их, как здесь автомат. Автомат стоит здесь 13 евро в Лерое, и примерно 12-13 евро он стоит в интернете, такой DIF автомат. Просто надо заказать, чуть подождать. То есть себестоимость получается не сильно больше, может быть только на пожарное УЗО от предыдущего щита. У вас получается еще больше, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Здесь уже нагрузок подключается сепаративно, отдельно, не смикшованные как-то. То есть каждую по отдельности можно включить, выключить, обесточить. И если что-то случится, сработает только одна она. Это вообще идеальная селективность. И даже осталось место под какой-то вот у меня, например, реле плавного пуска для мощного светодиодного света. Это уже навороты, это вообще вам можно пока не думать, если у вас нету таких мощностей света. Но вот получается, что здесь 12 единиц, даже больше 13 линий, идеально защищенных и примерно за те же деньги. То есть еще раз посчитаем, себестоимость счета 12, 13 автоматов по 13. Но, скажем так, на 50, на 100 евро максимум это будет дороже, чем была предыдущая версия. Предыдущая была 200-250, это будет 300-350. С вами был Капитан Дэн Змей. И это лайфхаки от профессионального электрика.